Добрый день, уважаемые трейдеры! Это видео посвящено VPS серверам. В этом видео я хочу закрыть все вопросы, связанные с VPS серверами. То есть, чтобы вы могли сохранить это видео и в любой момент, если у вас что-то не получается, вы могли бы вернуться к этому видео, нажать тайм-код по вашему вопросу и получить на него ответ. В этом видео я расскажу, что такое VPS сервера, как их получить, как их настроить, в чем их преимущества, как решать какие-либо проблемы и как их подключить на телефонах, андроидах и прочим. Я постараюсь поделиться максимально своим опытом. К этому видео я не готовился, поэтому если будут возникать какие-то технические проблемы, что-то будет не получаться, я буду это решать прямо в этом видео, и вы поймете и научитесь решать тоже такие какие-то мелкие проблемы или какие-то непонятные вещи, будем говорить так. Итак, поехали. Что такое VPS сервера? VPS сервера это такие же компьютеры, как те, за которым вы сейчас смотрите это видео. Ну, если вы дома сидите в операционной системе Windows, на своем домашнем компьютере или ноутбуке, это вот такой же компьютер, только он находится в дата-центре. В дата-центрах стоят огромные мощности, большие компьютеры с очень серьезными вычислительными возможностями. Эти компьютеры обслуживают большое количество людей, и задача всего этого дать клиентам компьютер, который не останавливается и не дает сбоев. То есть VPS-сервер это удаленный компьютер, за которым следят специалисты, компьютер, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю бесперебойно. Трейдеры, такие как мы с вами, если вы трейдер, нашли это видео, или же вы какой-то другой технический специалист, используют эти компьютеры с той целью, чтобы запустить какое-то программное обеспечение бесперебойно. Ну, поскольку я трейдер, занимаюсь трейдингом, то мне нужно, чтобы мои автоматические торговые стратегии работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И, соответственно, благодаря такой работе я могу, прошу прощения, благодаря такой работе и мои программы могут работать бесперебойно и гарантированно 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И если вы трейдер и вы хотите следить за торговыми алгоритмами, тестировать, то без VPS вам никуда. И об этом я расскажу дальше. Почему выгодно использовать именно VPS? Можно ли создать VPS дома, если у меня есть, например, второй компьютер, стоит там в углу, пылится? Могу ли я сделать VPS дома? Бесплатный и свой собственный VPS. Да, вы это можете сделать, и я тоже это делал, но, во-первых, не хватает определенных глубоких знаний по настройке для того, чтобы он работал четко, без сбоев, без засорения памяти, стабильно. Это раз. Во-вторых, пропадает интернет-соединение очень часто. Либо оператор отключил интернет, либо что-то произошло, либо провайдер, либо какая-то ерундистика, пропадает интернет. Во-вторых, VPS-сервер не защищен от вирусов и прочего. В-третьих, к такому VPS, который дома, невозможно подключиться из-за телефона извне, потому что такой VPS должен обладать статическим IP-адресом, а этот IP-адрес обычно стоит намного дороже, чем обычный тариф по подключению интернета. Потом, даже если вы это сделаете, вам нужно к этому подключаться, и наличие статического IP-адреса подразумевает, что безопасностью своего VPS-сервера вы занимаетесь сами. Если ваш IP-адрес статически обнаружат и поймут, что это не динамический IP-адрес, не который меняется постоянно, то могут произвести атаку на вашу вычислительную машину, на вашу вычислительную технику для того, чтобы там что-то украсть либо сломать. Поэтому я себе делал дома, он у меня стоял на кухне VPS сервер, и я, кроме проблем и головника, и постоянно того, что мои программы переставали работать, больше ничего не получил.
Поэтому я отказался от этой идеи и решил арендовать VPS-сервера там в дата-центрах. Если вы мне не верите, можете взять свой компьютер, помучиться, а потом придете под это видео, напишите, да, ты был прав, это проверено. Хотите перепроверить, перепроверяйте. Далее, чем VPS-сервера на операционной системе Windows отличаются от тех VPS-серверов, которые встроены в терминал MetaTrader? Там очень большая разница. VPS-сервера, которые встроены в терминале MetaTrader, они, грубо говоря, работают только как терминал. И клонирование VPS-сервера идет именно терминальное. То есть ваше состояние терминала переносится на сервер и работает только терминал. Там нету операционной системы Windows. Там нету графической оболочки. Там нету ничего. Вы на такой VPS-сервер, вот, который внутри терминала MetaTrader, вы не можете не отправить советник с DLL-библиотекой. Вы не можете управлять советником, если у него есть какие-то кнопки, линии или еще что-то. Этот VPS-сервис стоит намного дороже. Единственное его преимущество это только то, что он идет от самих разработчиков терминала MetaTrader. То есть, как бы, там гарантия того, что терминал будет работать стабильно, без каких-либо сбоев. Хотя сбои там тоже бывают, и это не редкость. Вот, но просто то, что это идет от самих разработчиков терминала MetaTrader. Вот в этом единственное преимущество. А VPS-сервера на Windows, о которых у нас дальше пойдет речь, они более, на мой взгляд, удобнее, потому что там есть и графическая оболочка, и вы можете запускать советники, которым нужна DLL-библиотека, и вы можете кнопки у советников нажимать, и вы видите, что происходит у вас прям визуально в терминале. И к таким VPS вы можете подключаться с любых устройств, с любых компьютеров, которые позволят вам, имеют выход в интернет. Поэтому я обеими руками за VPS-сервера на операционной системе Windows, на Windows сервере. Вот. У меня есть небольшой там список вопросов, на которые я отвечаю, которые больше всего мне присылали люди. Итак, поехали дальше. VPS-сервера, я подытожу там небольшую вот эту вот первую часть, что VPS-сервера для трейдинга, для тестирования советников это классная, офигенная штуковина. И вы поставили там все, настроили, установили советники, и они у вас работают. Утром проснулись, подключились, посмотрели, вечером подключились, пошли на работу, на работе подключились, посмотрели, где-то в дороге ехали, открыли на смартфоне, посмотрели. Оно у вас все работает. Оно может отправлять уведомления в зависимости от советника. Удобство в том, что оно работает, вы всегда с любого места имеете к этому доступ. Это VPS-сервера на Windows. Теперь, дальше. Хороший VPS-сервер на Windows, он стоит денег. Относитесь к этому как к вложению в свой трейдинг, в свой бизнес. И эта инвестиция бесплатно бывает. Есть VPS-сервера бесплатные, но как бы никто никаких гарантий там вам не даст, в том числе и гарантии того, что у вас там ничто не украдут, ни советники, ни ваши данные, логины, пароли, деньги и прочее. Вообще бесплатно, как бы, кто будет что-то делать бесплатно, это очень большой вопрос. А те VPS-сервера, которые есть бесплатные, я как бы даже не рискую туда заходить, потому что, ничего бесплатно не бывает. Да, даже рисковать не хочу. Нормальный VPS-сервер всегда стоит каких-то денег. Хотя даже платный VPS-сервер гарантии вам никаких не дадут в плане там безопасности. Поэтому лучше всего идти к хостингам, к продавцам VPS-сервера, которые проверены временем, которые давно работают, у которых работает техническая поддержка. Вы можете задать вопрос, тут же получаете ответ. То есть есть обратная связь, и вы понимаете, что там не сидит какой-то мошенник, который хочет с вас поиметь какие-то ваши деньги. VPS-сервер в среднем стоит, на ноябрь 2021 года, в среднем стоит нормальный порядка $10 в месяц.
Можно найти дешевле, есть хорошие дешевле. Ну вот средняя цена, будем говорить, по рынку, это где-то $10 в месяц. Есть дороже, есть до $30, 40-50 в месяц. Есть какие-то другие. Ну, вот здесь уже играет маркетинг. Чем дороже стоит VPS-сервер, тем больше ярких, красивых обещаний, картинок вы увидите. По факту все будет то же самое, что вы можете и за $10 получить. Это то, что касается стоимости. Дальше. Теперь перейдем уже непосредственно к практике. Как заказать? Да, вот вы поняли, что вам нужен VPS-сервер, все отлично, и вы хотите его заказать, купить, оплатить и начать делать, пользоваться. Какая инструкция и что нужно делать дальше? Я, с вашего позволения, чуть-чуть выпью водички, потому что много говорить, уже много наговорил, еще много говорить нужно, и хочется выпивать водичку. Итак, поехали дальше. На моем проекте TradingGo есть VPS-сервера специально для трейдеров, которые торгуют, и это идет именно речь больше о VPS для трейдеров. Сайт tradinggo.ru, ссылки там будут в описании. Раздел VPS сервера. Переходите. Здесь есть 3 представителя, 3 конторы, которые предоставляют VPS сервера. Это TradingGo, это мой сервис. Я вам сейчас о нем более подробно расскажу. Fozzy и VPS24 Hour. Тоже, в принципе, неплохие хостинги. Fozzy больше для сайтов. У них Форекс и трейдинг это как отдельная. VPS24 Hour для трейдеров тоже. И TradingGo VPS это тоже для трейдеров. Это вот мой. Ну как мой? Я являюсь реселлером. То есть я, грубо говоря, покупаю мощности и перепродаю их другим трейдерам. Но для того, чтобы для трейдеров сделать это максимально качественно и дешево, у меня практически нет накрутки. У меня много трейдеров, с которыми я общаюсь в группах, в телеграмах, все пользуются VPS. Ну, я подумал, почему бы вот так не сделать, что купить VPS сервера и почти по тем же самым деньгам их продать тем, кому это нужно, трейдерам. Не делать накрутку, как это в большинстве случаев делают, там 100%, 200% накручивают и на этом зарабатывают. А вот отдать людям по тем деньгам, по которым я беру, то есть максимально дешево. Поэтому у меня стоимость VPS серверов, сервера платные, они стоят денег, они стоят в долларах, и у них минимальная цена там 4,68 на минимальный тариф для 2 терминалов. Итак, вы готовы, вы хотите арендовать этот VPS сервер, вы приходите на сайт TradingGo, кнопка VPS, нажимаете на сам сервер, на описание, тут вы можете почитать, тут есть текстовая инструкция, тут описаны тарифы, пинги и прочее. Ну, все мы будем еще сейчас проходить, дальше делать. Дальше будем делать по ходу этой видеоинструкции. Все, вы прочитали, хотите дальше следующие действия. Вот кнопка для регистрации вход в кабинет. Вы на нее нажимаете и попадаете вот на такую страничку входа в кабинет. На самом деле это не только вход в кабинет, это также и регистрация. Если вы ранее не регистрировались вот здесь, вот на этом входе, то нажимаете кнопку регистрация. Вводите здесь e-mail. Я ввожу e-mail тестовый для того, чтобы показать вам, как работает регистрация и что нужно делать. На английском языке вы можете вводить e-mail. Так, собака, точка, тут все верно. Подтвердить e-mail. Подтверждаем, то есть все нормально. Хоть и написал
Предупреждение, ничего страшного этого нету. E-mail подтвердили. Затем мы вводим пароль. Вводим второй пароль. Ну, не второй пароль, а подтверждение пароля. Вводим свое имя. Меня Владимир зовут. И вводим капчу. Капчу вводить обязательно, потому что ну, защита от спам-ботов и прочего. Так, вот это вот Касперский, не обращайте внимания. Это моя система запоминания там логинов, паролей, прочее. Все, на почту отправлен код активации. И вот он пришел, видите, внизу у меня код активации. Вы берете в своем почтовом ящике, который вы указали, открываете и подтвердите активацию. Обратите внимание на письмо, что от TradingGo. Спасибо за регистрацию. Для активации аккаунта необходимо нажать кнопку «Подтвердить регистрацию», расположенную ниже в письме. Если по каким-то причинам активировать аккаунт через кнопку «Подтвердить активацию» не удалось, воспользуйтесь кодом активации. Можно так, можно взять код активации, скопировать его, Ctrl-K, копировать, кому как удобней. Вводим этот код, нажимаем «Подтвердить». Все, мы подтвердили. И теперь мы сразу, поскольку у меня логин и пароли сохранились через вот ту программулину Касперский, вы заново можете ввести свой e-mail, пароль, который вы указали, и нажать «Войти в кабинет». Когда вы заходите в кабинет, вот, это рабочий кабинет VPS, это личный сервис, личный кабинет сервиса. Что здесь? Пройдемся по этому. Вверху баланс 0, ваш e-mail, профиль, поддержка. Тут многие кнопки дублируются. Слева ваше имя, затем главная страница, это вот эта страница, на которой мы сейчас находим. Активный VPS, то есть которые вы купили и которые у вас работают. Ваши платежи и пополнения, то есть то, что вы оплатили, баланс, пополнение, все полностью здесь. Затем ваш профиль, e-mail, имя, VPS не активен, мы его не пополняли. Далее текущий пароль, новый пароль и подтверждение пароля, это если вы хотите изменить пароль. Меню этого VPS сервера пока личного кабинета только на русском языке, поэтому на английском и других языках пока нету, но в планах возможно будет. Далее, поддержка, технические вопросы. Если вам что-то непонятно и вы не нашли своего ответа на свой вопрос, тогда вы в личном кабинете именно здесь. Вы задаете там заголовок, описываете свою проблему, если нужно прикрепляете картинку, скриншот или файл, нажимаете «Создать». Обычно в течение нескольких часов приходит ответ с решением вашей проблемы. Также вы можете вот справа часто задаваемые вопросы. Как продлить аренду, что будет с моим сервером в случае неоплаты. То есть есть уже подготовленные ответы на ваши какие-то вопросы. Так, теперь как арендовать? Тут вот смотрите, описывается 3 тарифа: 4.68, 8.68 и 12.40. Отличаются они мощностями. Чем больше мощностей в вашем тарифе, тем больше терминала вы можете установить на своем VPS сервере. По первому тарифу вы можете установить примерно 2 терминала. Зависит еще, конечно, от количества советников, индикаторов, которые вы туда установите. Но первый тариф это 2 терминала, второй тариф это примерно 4 терминала, и третий тариф это примерно там 6-8 терминалов можно за раз запустить, и они будут нормально работать, справляться с вашими торговыми алгоритмами. Далее, здесь описан процессор, оперативная память, какой диск и его тип SSD, то есть быстрый, какой сервер установлен и трафик, что трафик безлимитный. Далее, вы можете выбрать какой срок, месяц, 3, 6, 12 месяцев.
на какой срок вы арендуете VPS-сервер, и нажимаете «Заказать сервер». Вы можете заказать на 1 месяц и потом продлевать. Можете заказать на 3 месяца и потом продлевать. Я покажу, как это делается. Я использую, поскольку я занимаюсь трейдингом профессионально, я занимаюсь разработкой программного обеспечения, я использую тариф за 12.40 долларов, арендую обычно на год, 1 раз заплатил, и он у меня работает. И я раз в году только вспоминаю о том, что мне нужно продлить. Приходит письмо, напоминание, что продли на будущее, чтобы не было отключения. Давайте поскольку это тестовый, я арендую на сколько? На 12 месяцев. Или давайте на месяц. Я думаю, что вы будете пробовать, будете арендовать на месяц, чтобы попробовать. Если вы напишите «Заказать сервер», у вас предложится оплатить. Здесь вы платите и получаете сервер. Оплатить с баланса, но у нас на балансе 0. Оплатить с банковской карты 2% комиссия и Яндекс.Деньги. Я рекомендую выбирать Яндекс.Деньги, потому что там вы можете из самих Яндекс.Денег оплатить или выбрать платежную систему WebMoney, Visa и другие электронные деньги, которые у вас могут быть, которыми вам удобнее оплатить. Банковская карта, во-первых, берет комиссию, и не все банковские карты там работают. Далее. Ставите галочку «Я ознакомился и принимаю». Условия предоставления услуг рекомендую хотя бы 1 раз прочитать, чтобы понимать, что вы арендуете, с чем вы работаете, чтобы все было в пределах правил, заказов, в пределах законов, нормы, чтобы вас все устраивало. Нажимаете «Выбрать», и система вас перекинет на оплату, на страницу оплаты. Так. Платеж. Я выбрал, сколько я выбрал? 1 месяц. 12.68, все правильно. Создать кошелек или войдите. Сейчас попробую войти. Так, я с вашего позволения уберу эту информацию, потому что там платежные данные. Ввожу свой e-mail, чтобы войти. Так, буквально секундочку. Возник проблем с паролем. Пароли меняю очень часто. И подставился старый пароль, который не работает. Сейчас буквально минутку. В общем, я думаю, вы понимаете, что задача зайти на свои Яндекс.Деньги. Если их нет, можно их создать, подкрепить их своей платежной картой или каким-то платежным электронным сервисом. Так. Так, еще возникла одна проблемка, буквально секундочку. В общем, я произвел оплату, там была небольшая загвоздка, и я пополнил баланс. Вот получается, на баланс я закинул $13 для того, чтобы арендовать VPS-сервер на 1 месяц за 12.40. Чтобы можно было поставить не больше 5-6 терминалов. Я показываю именно с этим, потому что я с этим и работаю. Дальше. Срок аренды 1 месяц. Заказать сервер. Здесь уже, поскольку у меня деньги на балансе, то я выбираю оплата с баланса. Выбрать.
и текущий баланс, сумма к оплате, оплатить. Все, с того момента, как вот нажали оплатить, платеж прошел, вот он показывает, что подготовлены данные для подключения к VPS серверу. Данные для подключения к VPS серверу. Вот эту информацию нужно сохранить, ни в коем случае не закрывать, не удалять. Сохранить там в какой-нибудь файлик на рабочем столе. На всякий случай, если вам кажется, что я работаю не в операционной системе Windows, вы ничего не узнаете, я работаю в 11 версии, она недавно вышла, Windows 11, и поэтому некоторое меню может отличаться, не такое, как у вас. Теперь, смотрите, вкладка «Активный VPS». Здесь показан, во-первых, номер, название тарифа, IP-адрес, двоеточие, порт, таким образом, затем ваш логин, пароль. После этого видео данный пароль и VPS будет удален, поэтому не пытайтесь вводить этот логин и этот пароль для того, чтобы подключиться к VPS серверу этому. Дата получения. Обратите внимание, что вся эта информация также приходит на почту, логин, пароль и IP-адрес. Далее, последний день аренды. Важно, не забывайте вовремя продлевать VPS сервер. Если вы задержите больше, чем на один день, то VPS сервер может быть удален безвозвратно. И кнопка продлить. То есть, если вы хотите продлить, пополняете баланс, нажимаете продлить и ваш VPS будет автоматически продлен. Внизу история платежей. Поскольку у меня с первым платежом возникла там проблема, то счет выставлен, но он не оплачен. Его можно просто удалить. У меня не получилось оплатить напрямую с Яндекс, потому что я использую другой браузер, чтобы не мешалась информация с другим браузером. И поэтому мне пришлось сначала пополнить баланс и потом сделать аренду, вот как я уже видео вам показываю. Все. Данные от личного кабинета у вас сохранены, которые вы регистрировали, и IP-адрес, логин и пароль вы сохранили. Все, теперь здесь мы закончили, и нам нужно подключаться к VPS серверу. Обращаю ваше внимание на то, что я вам покажу два способа, как подключиться именно в операционной системе Windows. Итак, первый способ — это через RDP клиент, который есть во всех Windows системах. Его не надо ставить, он уже есть по умолчанию. Как его найти? В программах вы ищете, либо через поиск вы ищете удаленный подключение к удаленному рабочему столу. Именно вот эту штучку вы находите. Нажимаете. Появляется вот такое окошко. Затем вы берете ваш IP-адрес от оплаченного VPS сервера, копируете вот эти цифры, в том числе и порт последний. Вот последний после двоеточия, это называется порт. Копируете его, вставляете в пустую строчку. Далее, вот показать параметры. Пользователь. Вы нажали кнопку «Показать параметры», окошко развернулось. Пользователь. Вы копируете сюда логин. Далее. Ставите галочку «Разрешить мне сохранять учетные данные». Нажимаете галочку. Это для того, чтобы вы один раз ввели пароль и больше этот пароль не вводили, чтобы у вас не было проблемы с вводом пароля каждый раз. Далее, рассказываю по вот этой вот софтине, которая идет у вас по умолчанию. Экран. Здесь вы можете передать разрешение и цветовое качество VPS сервера. Обычно здесь ничего трогать не надо. Локальные ресурсы. Здесь вы можете передать звук с VPS сервера, клавиатура, принтеры, буферы обмена и можете подключить диски с
с вашего компьютера. То есть на VPS, который у вас будет расположен в Нидерландах или в Канаде, вы можете открыть доступ к своему диску C или D, который у вас на компьютере вот здесь у нас в России, Украине или Беларуси. То есть, чтобы перекидывать какую-то информацию, там, советники, индикаторы, либо еще какие-то файлы. Видеозахват видеокарты и другие устройства. Далее взаимодействие. Опять же, тут обычно никто тут ничего не делает, и тут тоже никто ничего не делает. Обычно вот сюда лезут только те, кому действительно что-то нужно крайне сложное сделать, но в большинстве случаев и в современных операционных системах Windows, там Windows 10, 11, уже сюда почти нет смысла лезть. Копируем пароль, копировать, пробуем. Нажимаем «Подключить». У вас появится примерно такое окошко. Если у вас другая Windows, там 10, 7 или 8, оно чуть-чуть по-другому выглядит, но суть в том же самом. Сюда вы вставите пароль, который скопировали. Видите, вот я скопировал и вставил. Ставите галочку «Запомнить» и нажимаете кнопку «Ок». Появляется предупреждение о том, что вы пытаетесь подключиться к удаленному рабочему столу. Ставите галочку «Больше не выводить запрос о подключении к этому компьютеру», чтобы это окно каждый раз не появлялось. Нажимаете «Да». И вы с помощью RDP клиента Windows подключились к удаленному рабочему столу. Видите, это другой компьютер, у него другой рабочий стол, другая кнопка пуска, панель рабочего стола и все по-другому. Вверху у вас есть вот это меню. Это меню показывает вам программа для подключения к удаленному рабочему столу. Вот вы можете свернуть рабочий стол, развернуть. Вы можете его сделать вот так поменьше, вы можете сделать его больше, вы можете закрыть, вы можете зафиксировать меню или сделать так, чтобы это меню раз и исчезло, если оно вам мешает. Потом вы мышку вверх подводите, оно появляется, это меню. Все остальное обычно никто ничем другим не пользуется. Теперь, на наших VPS-серверах трейдинговых мы уже по умолчанию установили терминал MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Чтобы все работало правильно, как после первого запуска MetaTrader нужно запустить. Тут есть один счет. Смотрите, MetaTrader справа внизу гонит цифры, трафик. Это терминал обновляет графики и обновляется сам. Все. Мы первый раз запустили, вот он просится: перезапусти меня, пожалуйста, я установлю обновление. Обратите внимание, что здесь старенькая версия терминала. Нажимаем кнопку «Перезапустить». Терминал закрывается. И сейчас он откроется снова. Уже обновленный, современный. Это обязательно нужно сделать первый раз. Это в большинстве других VPS-серверов такого нету, чтобы по умолчанию стояли терминалы. Но бывает, что есть. И даже на других VPS-серверах это нужно делать. Это процедура, которую делают трейдинги. Теперь вот он пишет: доступные обновления. Ничего не ставим. Нажимаем просто кнопку «Закрыть». Администраторы сами в течение какого-то времени ставят эти обновления, и вот это меню «Обновить VPS-сервер» исчезает. Сами вы ничего не ставите. Есть люди, которым вы заплатили за аренду, они этим занимаются и сделают это без вас, без всяких проблем. Так, терминал MetaTrader 5 я закрываю. Если вам надо работать с терминалом MetaTrader 4, здесь нужно ввести имя брокера, любого брокера, в принципе, но я ввожу MetaQuotes Demo, это сервера разработчиков терминала MetaTrader, новый демо-счет. Здесь я пишу обычно какую-нибудь белиберду, можно, в принципе, свои данные указать,
номер телефона, неважно какая, что вы здесь напишите, главное, чтобы вам был выделен демо-счет. Демо-счет не выделен. Давайте попробуем что-то по-другому сделать. Для того, чтобы тоже обновить терминал вот MetaTrader 4, потому что он при старте он все равно попросит обновиться. Не хочет. Тогда можно взять сервер, например, попробовать Alpari. Они дают доступ на MT4. Берем ESN демо сервер, обязательно демо. Они пока не требуют там никакой лишней информации типа телефонов и прочего. Так, ну опять та же самая проблема. Не выделен. Или я не вижу, или не выделен. Суть в том, чтобы обновить терминал MetaTrader 4. Так, у меня появился значок часов. Возможно, он там в фоновом режиме обновляется. Сейчас попробуем еще раз. Далее. Я согласен получать. Далее. Не хочет он выделять сейчас демо счет. Но при этом часы показывают, что что-то происходит. Возможно, терминал обновляется. Возможно, терминал обновляется и не дает. Да, видите, он сам закрылся. Что-то там происходит, он обновляется. Смотрите, если на панели задач нажать правой кнопкой мыши, тут есть такая кнопка диспетчер задач, нажимаем ее. Затем производительность, и мы видим, насколько у нас сильно загружен процессор. Вот этот скачок до 100% был, когда мы запускали диспетчер задач. А так на вот этом тарифе за 12.40 у нас получается загрузка сейчас с одним терминалом 1%. И из 3 гигабайт оперативы там занято вообще 1 гигабайт, ну и то это под большим вопросом. Я сверну это еще нам понадобится. Так, давайте проверим, обновился терминал или нет. Справка о программе 1350. Это последняя версия терминала MetaTrader 4 на середину ноября 2021 года. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, будет какая-то другая версия. Так, через RDP клиент мы подключились, проблем не возникло. Теперь, когда мы нажимаем кнопку «Закрыть», ваш удаленный сеанс будет отключен. То есть, но при этом компьютер продолжит работать. Нажимаем сюда «Больше не выводить это сообщение», нажимаем кнопку «Ок», и VPS сервер наш закрыт. При этом обратите внимание, что ничего нигде не осталось. А чтобы это сделать, нужно сделать следующее. Снова вызвать вот это удаленное подключение к удаленному рабочему столу. Смотрите, галочку ставить не надо. Видите, здесь такая галочка, она меняется. И если вы здесь поставите, то вам снова придется сохранять пароль. Сохранить как нажимаете? Выбираете рабочий стол. Если вы хотите на рабочий стол. И здесь вы меняете имя. То есть я обычно себе пишу сервер на английском языке server.rdp. Нажимаем сохранить. Вот оно, этот ярлык появился. Нажимаем дважды. Показывать, что мы типа с ярлыка заходим. Нажимаем, ставим галочку не выводить вот это окошко каждый раз. Его один раз достаточно. Нажимаем кнопку подключить. И он подключается. И больше, видите, он не просит пароль. То есть мы один раз его сохранили вот с рабочим столом на рабочий стол сервер. И вот такой ярлычок теперь у нас есть. Мы 2 раза на него нажимаем. Идет подключение. И раз мы на рабочем столе.
Все, больше ничего не нужно. Хочу обратить ваше внимание. Будьте внимательны, и если вы попытаетесь повторно открыть тот же VPS-сервер, вы получите ошибку, это в лучшем случае, и будет отключение от первого подключения. А в худшем случае ваш VPS-сервер может задвоиться, то есть для одного подключения показывать одно, а для другого подключения показывать другое, и будет проблема. Но такое бывает на других VPS-серверах. У нас, в принципе, как вы видели, сейчас при повторном подключении первое подключение автоматически было закрыто, и вы переподключились на второе подключение. Я прошу прощения, надо попить чуть-чуть водички, потому что дальше будет больше. Поехали дальше. Закрываем. Все, с этим мы разобрались. Есть еще один способ подключения к VPS-серверам. Он, на мой взгляд, более удобный. Вы в поиске вводите такое название mRemote. Remote, как вот я пишу, NG. Это в поиске. И вам выдаст вот такой сайт mremoteng.org. Переходите, проверяйте обязательно, чтобы это был именно этот сайт. Ни с каких других скачивать нельзя. И это сайт, на котором есть программулина. Называется она mRemote.ng. Далее нажимаете на кнопку «Скачать», вот «Download». Он предлагает стабильные версии MCI и Zip, потом бета-версии, предыдущую версию, вернее старую MCI и Zip, и еще какую-то версию, ну это нам не надо. Мы скачиваем версию, которая можно такую, но я рекомендую скачать версию Zip. По-моему, Zip будет лучше сейчас. Ну, я сейчас посмотрю, что там оно выдает, и скажу вам, zip не zip. Это архив, который надо открыть, да. Это версия, лучше вот которую zip. Это потому что это идет версия Portable. Вы ее можете установить прямо на флешку, если нужно. И на работе флешку вставлять и запускать программу на работе. Так, распаковать, извлечь все. А ну-ка, как оно сейчас извлечет? Да, правильно. Распаковываем на рабочий стол. Вот она, эта папочка. Я назову ее так, без всяких вот этих лишних вещей. Видите, mRemote Portable. Открываем эту папку. В ней вот куча всяких файликов, всякое такое. Находим mRemote.ng.exe. Двойной клик. И этот двойной клик вот открывает такую программу. И программа спрашивает параметры автоматического обновления. Тут уже как вы считаете. Настроить параметры сейчас, рекомендуем, и спросить позже. Давайте спросить позже, для нас это не важно. Открывается вот такая вот программулинка. Я развернул ее на весь экран. Она очень удобна тем, что вы здесь вносите свои данные. И, как я говорил, папку можете сохранить на флешке и на работе включить этот VPS-сервер. Пошли к другу там на какое-то празднование, там на минутку вам надо что-то проверить где-то, а вы флешку вставили в другой компьютер, запустили, посмотрели, флешку вынули, как бы все сохраняется на вашей флешке. Здесь слева есть подключение. И вот меню «Создать новое подключение», «Создать группу подключений», то есть, ну, более продвинутая программа. У вас может быть не один VPS-сервер, вы можете их заказать хоть 5 штук, и вы будете здесь иметь доступ к ним сразу, ко всем 5.
Подключение. Вот новое подключение можно выбрать здесь иконку. Нажимаем новое подключение. Его как-то назовем. Назовем его сервер. Вот он, сервер. И вот тут вот внизу, видите, вот ниже появляется такая конфигурация. Там, что тут надо указать? А указать надо те данные, логин и пароль. Сейчас я сделаю так, чтобы было удобно, видно. Все то же самое нужно указать, что мы указывали в предыдущем случае. Только смотрите, IP-адрес. Мы указываем IP-адрес до двоеточия. И указываем имя хоста IP-адрес. Вот сюда вставили. Пользователь. Мы ставим ADM VPS. Вот этот пользователь. Пароль. Пароль мы ставим тот же самый оттуда же. Теперь протокол RDP и вот порт. Вот здесь вот как раз таки нужно прописать порт. Двоеточие не трогаем, берем только последние 5 цифр. Все. Все остальное это настройки. Вы можете с ними поэкспериментировать, почитать про них, поиграться, узнать для чего они. Ну, это по типу тех же настроек, как в удаленном рабочем столе. Там подключать диск, не подключать, цветопередача, не цветопередача и прочее. Все, вы вот это дело сделали. Сохранили. Теперь дважды кликаете на сервер, подключение и опа-на, мы на нашем VPS сервере. Видите, VPS сервер вверху показывает, что мы подключились. Если вы нажмете клавишу на клавиатуре F11, по-моему, или F12, F11, F12, не помню я какую, так, стоп, клавишу, можно на вкладке, видите, во весь экран, да, у меня горячие клавиши отключены, но можно правой кнопкой мыши на вкладке и во весь экран нажать, и вы развернете на весь свой экран вот этот VPS сервер. Или через горячую клавишу, кому как удобнее, в принципе. Можно умный размер какой-то поставить. Ну, тут очень много функций, которые помогают еще дополнительно передавать какие-то файлы, что-то делать. Смотрите, как на такой VPS сервер передать какой-то файл. Вы берете правой кнопкой копируете, просто копируете файл, нажимаете его копировать, Windows 11 это так, копировать. А на рабочем столе вы нажимаете вставить. И он вставляется на рабочем столе ваш файл с вашим логином и паролем и совсем. Вот программа mRemote, она как раз таки удобна тем, что можно на флешку ее переносить. И можно вот здесь разные сервера подключить и переключаться между этими VPS серверами. Так как вам удобнее. И можно их прямо на вкладке понаоткрывать и потом просто переключаться между ними. Видите, все просто. Теперь, как следующий у нас там идет? Что можно делать на этих VPS серверах? Запускать терминалы. Вот на наших VPS серверах вы можете работать только с терминалами MetaTrader 4, MetaTrader 5. Эти VPS сервера, они поэтому имеют такую цену, там 4,68, 8, там 12, потому что они заточены конкретно под терминалы MetaTrader. Если вы попытаетесь на этих VPS серверах создать сайт, создать какой-то почтовый сервис, либо что-то, что не связано с терминалами MetaTrader, к сожалению, у вас это не получится, и вы можете получить блокировку. Поэтому даже не пытайтесь. Эти сервера наши, они сконфигурированы именно для трейдеров и для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Не рекомендую пытаться рассылать спам, либо еще что-то делать с этих VPS серверов. Блокировка моментальная и надолго. Теперь рассмотрим, как подключиться на смартфоне к VPS серверу. Это мы закрываем.
Да, да, закрываем все подключения, все. Вот оно у нас лежит в этой папочке, программка. Вот если я ее заново запущу сейчас, и прямо из этой папки эту программульку Remote NG, я пользуюсь именно Portable версией, мне удобно, я винду переустановил, папки вернул все на свои места, и у меня все работает. И вот он, наш сервер, можно подключаться. Так, теперь как подключиться на Android? Чтобы это мне вам продемонстрировать, мне нужно установить приложение на компьютере. Ну, по-моему, не, оно у меня уже установлено. Вам не надо, вы это будете делать на своем Android, на телефоне. Поскольку я делаю запись с компьютера, то мне надо запустить Android приложение. Вы идете в Play Store Google, либо же, если у вас iPhone, в Apple Store, и забиваете там в поиске RDP клиент, например, или клиент удаленного рабочего стола. Можете сразу забить Remote Desktop 8, вот эту вот софтину. Видите, у нее 10 миллионов скачиваний, она бесплатная. И устанавливаете именно эту программку. Ваш Android устройство. Установили, нажимаете «Открыть». Здесь вы соглашаетесь, даете разрешение, которое оно просит, которое оно требует. Программа, к сожалению, пока только на английском языке, но из-за того, что она очень простая, там нету никаких приколов, то и знание английского языка тоже не нужно. Нажимаете справа на плюсик, десктоп, подключиться десктоп, add мануальный, то есть добавить вручную. И вот здесь вы вводите вот эту всю полностью вместе с портом. Потом на второй линии вы вводите добавить add user аккаунт, добавить, ставите галочку. Вводите здесь логин, а ниже вводите пароль, пароль. Нажимаете сохранить здесь. Дополнительные какие-то настройки ничего не делаете. Нажимаете сохранить, и у вас появляется вот такая штучка. На андроиде вы там двойным кликом вот он спрашивает, первое подключение вы производите, нажимаете Connect, по-моему, и все, вот, пожалуйста, вы на своем андроиде, на планшете, либо на смартфоне, либо на Mac, как они там, Apple, айфоны, вы подключились к тому же самому VPS серверу, но уже с Android устройства. Что здесь важно правильно закрывать на Android устройствах, на таких мобильных устройствах правильно отключаться. Я вам по меню скажу. Право это вот клавиатура, если вам нужно передать какое-то сочетание клавиш с клавиатурой. Я не пользуюсь этим на смартфоне. А лево это оно открывает две менюшки. Справа это выбор использовать курсор мышки, либо использовать курсор мышки, либо использовать таб, нажатие табом. Прошу прощения, тут меня отвлекли, а видео сложное, длинное, поэтому пришлось прерваться. На Android устройствах у вас вот эта программулина, она не будет закрываться, она будет висеть вверху и работать в фоновом режиме. Чтобы этого не было, вы открываете вот это меню, и вот на крестик нажимаете, и тогда вы отключаетесь. Точно так же, по такому же принципу, как и в M-Remote на Windows, вы можете здесь добавить несколько своих VPS-серверов и подключаться к ним в любом месте, в котором вы хотите. Со своего смартфона, планшета, на Android или на macOS. Так, это я закрываю. BlueStack. И потом последнее важное, что нужно еще показать, рассказать.
Это как пропинговать сервера брокеров. И в этом примере я буду использовать сервера брокера Alpari. Мы заходим на их сайт Alpari Finance. Такая информация есть у каждого брокера, просто ее нужно спросить, запросить. Так, Alpari, я не помню, то ли ком у них, то ли Forex, то ли как-то они поменяли домен. Ну, не суть важно, мне просто с ними проще. Я с ними лет, наверное, 10 работаю и все там знаю. Alpari Forex Online. Да, вот он, сайт Alpari. Так. Здесь либо поиск, либо надо найти меню поиска, либо трейдером, по-моему, называется. Ну, у каждого брокера это по-своему. В разных меню лежит. Нужно найти IP-адреса серверов. Это так и называется. Почти у каждого брокера эта информация всегда открыта, она всегда есть. Если ее на сайте не будет, тогда трейдеры не смогут подключаться к серверам. Вот у них был на сайте поиск, можно было раньше поиск нажать и попасть. Ну, просто, можно просто, наверное, в это, проще, наверное, будет так спросить. IP-адреса Alpari. И поиск выдаст эту страницу. Да, вот, и здесь можно посмотреть IP-адреса брокера Alpari. Ну, вот, например, Alpari MT5, да. И вот это IP-адрес, получается, сервера. Мы его копируем, идем на наш VPS-сервер. Здесь нажимаем кнопку «Пуск», нажимаем PowerShell. Хотя PowerShell здесь, наверное, не пойдет. Здесь надо нажать Windows R и CMD, ввести команду. То есть надо вызвать вот эту вот CMD, XC. Я думаю, многие из вас видели эту штуковину, с ней сталкивались. Вот ваша задача вызвать это окно CMD. Его можно найти через поиск. Вот это в Windows поиск нажимаете CMD, командная строка, и открывается вот такая командная строка. Здесь пишите ping, слово ping, пробел, и вставляете адрес IP сервера. Вот ds.mt5alpari.finance. А затем нажимаете кнопку Enter. И вот мы пропинговали. Я надеюсь, вам видно, потому что разрешение моего экрана и Ютуба, надеюсь, что будет все видно. Что здесь показано? Что пакетов отправлено 4, получено 4. Все отправляется, все получается. При этом пинг 28 миллисекунд. В принципе, это неплохой пинг, это нормальный пинг. Давайте попробуем пропинговать вот другой сервер. У них много серверов, они обеспечивают работу трейдерам на высоком уровне. Ставим другой. И пошел обмен. Тоже 28 миллисекунд. Попробуем. Например, вот такой вот сервер. С портом мы его берем. Вставить. Нажимаем Enter. Я не написал команду ping. Думаю, что ж такое. Enter. И все равно не получилось. Почему? Наверное, ему не нравится то, что в конце команды стоит порт, да. А здесь прошло тоже вот 26-25 миллисекунд. То есть, в принципе, приемлемый пинг. Вообще, у меня раньше
Я уже делал такое пингование серверов брокера, и у меня были немножко другие результаты. 6 миллисекунд. Но опять же таки, зависит от того, какой сервер берется. Какой сервер берется. То есть вот таким вот образом вы можете пропинговать и посмотреть, какой пинг. Пинг должен быть минимальный. Чем меньше пинг, тем лучше. Так, по этому я все объяснил. Инструкции показал, объяснил для чего, показал, как на Windows подключиться, показал, как на Android подключиться, запустить терминалы, обновить. Я вам полностью все показал. Надеюсь, эта инструкция вам будет полезна. Вы сможете включать, выключать, создавать свои Windows сервера. Вопросы, ответы, это все я показал в личном кабинете VPS, можно спросить. Можете писать под этим видео комментарии. Можете присоединиться к нашей группе в Telegram, там задавать вопросы, ссылочки внизу. И последнее, если вам понравился этот контент, вы хотите еще больше получать подобных инструкций, как что настроить, зачем оно нужно или не нужно, то можете подписаться. Ну, это будет самой лучшей благодарностью. Подписка, лайк, комментарий. Можете посетить наши социальные сети. Можете мне лично написать на сайте tradinggo.ru. Там только я отвечаю, у меня нету там помощников, либо еще кого-то. И надеюсь, это было для вас полезно. Спасибо за внимание. Успехов!